Историческая революция значительно запоздала, разразившись через 10 с лишним лет после начала революции художественной. Но так или иначе, октябрь наступил. Многим тогда казалось, что Россия пересекла роковую черту, однако она не стала духовной пустыней. Искусство никуда не исчезло. Действительно, многие художники служили новой власти не за страх, а за совесть, активно участвуя в плане монументальной политической пропаганды, который выдвинули Ленин с Луначарским. В образах Татлина, Родченко, Лисицкого, не говоря уже о Малевиче, мотивы грандиозной исторической катастрофы выглядят как великая творческая стихия. Стихия, из которой нарождаются новые планеты. Революция приплывает на Землю, словно космический красный квадрат на рисунке Лисицкого. Однако при всем своем левом энтузиазме авангардное искусство отнюдь не раболепствует, в лучших своих образах оставаясь свидетелем достаточно строгим и независимым. Задуманный Татлиным проект величайшего революционного монумента неожиданно напоминает покосившуюся Вавилонскую башню. Символика кристаллических фантазий Филонова будоражит ум своим тревожным двусмыслием. Его мировой расцвет предстает скорее мировым окаменением. Произведение существует в своих автономных или параллельных мирах, которые очень нелегко приручить. Прошлое вроде бы решительно отвергалось, но оно все равно оживает в массе поэтических образов, авторы которых любуются символами русского православия либо просто патриархальным сельским пейзажем. Космический пафос великого русского эксперимента всюду дает о себе знать, не только в авангардных, но и в более традиционных вещах. Но свобода искусства предполагает его многозначность. И в самых простых мотивах, как в красной, кроваво-красной мебели Фалька, порой проступает острый трагизм. Или, иными словами, чувство трагического времени, его критическая красота. Революция, титаническая энергия, которая была направлена на то, чтобы все упростить, направив по общему пути к светлому будущему, на деле все невероятно усложнила. В 1918 году Натан Альтман оформил массовый спектакль режиссера Евреинова, устроенный по поводу первой годовщины октября. Эта работа явилась крупнейшим по масштабу авангардным хэппенингом эпохи. Ряд главных архитектурных памятников Петрограда, в том числе и на Дворцовой площади, были преобразованы с помощью временных декораций в символы всеобщего исторического обновления. К примеру, особое устройство, установленное под Александровской колонной, имитировало огонь мирового пожара. Эта картина входит в большой цикл «Россия»,
созданный Борисом Григорьевым в революционные годы. Художник назвал его не «Россия» или «Русь», а именно «Россия», как бы с протяжным сокрушительным вздохом. Мотивы и образы сельской глубинки составили тут красочный реквием, полный острых и ярких, но неизменно меланхолически скорбных живописных наблюдений. Исторические московские мотивы сыграли в творчестве Кандинского важную роль. Одна из этапных его вещей, Красная площадь, создана незадолго до революции. Мастер возвращается здесь к мотивам реального городского пейзажа, но придает ему сказочно преображенный облик. Древние храмы здесь вздымаются на вершины крутых скал, возносятся ввысь, оставляя землю в состоянии пестрого хаоса. С момента своего зарождения абстрактная живопись развивается по двум направлениям. Одно из них представляет творчество Кандинского, основанное на спонтанной иррациональной игре цветовых пятен. Не случайно композиция Кандинского 17 года называется «сумеречная», то есть нечто смутное, подернутое пеленой загадки. Вместе с тем расположение цветовых пятен не хаотично. Это гармонично сбалансированное цветовое полотно, где каждый отдельный цвет обладает своим собственным звучанием, а все вместе они образуют некую живописную мелодию, доказывая родство живописи и музыки. Художник как бы наделяет цвет звуком, который, как музыкальная тема, вызывает в нас, может быть, не вполне определенные, но яркие ощущения и ассоциации. В начале 1920-х годов искусство Клюна, до этого развивавшееся в общем русле русского авангарда, обретает большую самобытность. Прежний супрематизм сменяется так называемыми сферическими композициями, а четкая геометрия форм – мерцающими, как бы светящимися цветовыми зонами, полными декоративного и в то же время дизайнерски проективного изящества. Всегда склонный к метафорическим обобщениям в духе народной легенды, Кустодиев превращает героя своей композиции в сказочного великана. Победоносно возвышаясь над волнующейся вооруженной толпой, гигант-большевик шагает вперед прямо на церковь, что высится на его пути словно крепостной бастион. Это романтическая картина-плакат, не лишенная, однако же, подспудной иронии.
первые годы революции ведущим, во всяком случае, наиболее политически значимым видом искусства стала монументальная пропаганда, в том числе живописное оформление городов в дни новых праздников. Типичен в этом плане эскиз Лентулова. Его яркие мажорные краски служат мощным аккомпанементом словам о мире и освобождении. После 1917 года русский авангард нередко именовали «левым искусством» или «искусством революции». По-своему это справедливо. К примеру, в графической серии Лисицкого «Сказ про два квадрата» символически, средствами супрематической абстракции, изображено рождение нового мира. Его вестниками выступают два прилетевших из космоса или, так тоже может показаться, сошедшие с картин Малевича два квадрата, черный и красный. Но прежде всего имеется в виду не политический, а чисто художественный новый мир. На базе этой серии Лисицкий вскоре создал свои проекты архитектуры будущего. Прауны словно зависают в безвоздушном пространстве, чтобы со временем вернуться на Землю и радикально преобразить все, от дизайна бытовых вещей до градостроительства. Малевич, как и Маяковский, открыто и решительно перешел на сторону новой власти. Однако создавал полотна, весьма далекие от чисто агитационных задач. Его холсты, в том числе с подобными крестообразными формами, это экспериментальные поля, где исследуются ритм и пластика геометрических фигур. Подобно тому, как это сейчас делают дизайнеры на экране компьютера. Художник по фамилии Орлов недаром избрал своим артистическим псевдонимом имя Моор, имя героя-бунтаря из пьесы Шиллера «Разбойники». Этот плакат, самый знаменитый из красных плакатов времен Гражданской войны, не дает зрителю равнодушно пройти мимо, грубо и зримо убеждая его: «Кто не с нами, тот против нас». Страна раскололась на два непримиримых лагеря, ведь аналогичного рода призывы с пальцем, нацеленным на прохожего, печатались по эскизам других художников. Натюрморт по-своему революционен, ибо в нем витают буквы РСФ, начало аббревиатуры РСФСР, обозначавшей прежнюю Россию. Но все же классическая Попова — это динамичное сочетание геометрических форм, где все орнаментальные прихоти и детали сведены к минимуму.
Эта картина, яркая и бравурная, подобно полотнам Матисса, лишний раз доказывает, что и в годы военного коммунизма самым главным для художников оставались не политические доктрины, а их искусство, символом которого является здесь красная скрипка. Вроде бы левый авангардист Иван Пуни сохранил верность искусству, но революции изменил, уйдя из Петербурга за границу по льду Финского залива. В своих ранних авангардистских вещах Родченко отказывается не только от традиционных живописных приемов. Он отказывается и от всякого цвета, ограничиваясь строгими черно-белыми контрастами. Чистую форму необходимо строить с нулевой черты, как бы подчеркивает он в композициях типа «черного этюда», зачастую, подобно инженеру, используя для их создания циркуль и линейку. Его образы по-своему поэтичны. Точка уподобляется звезде, линия прочерку кометы в ночном небе, окружность небесному телу. Но вся эта космическая мистика не главная. Родченко придирчиво исследует основы художественного языка, отделяя цвет и линию от формы, а свет от цвета. Разобрав живопись на части и закрепив итог опыта в монументальной проекции, мастер приступает к сборке. Художественный авангард, начиная с Татлина, все активнее стремился к реальному строительству, хотя бы в виде моделей. Композиция братьев Стенбергов с ее контрастами разных цветов и разных материалов вроде бы не имеет конкретной практической привязки, являясь в то же время прообразом самых различных начинаний нового дизайна. Именно в таких вещах, равно как и в абстрактных этюдах Родченко, и нарождался стиль конструктивизма. Несмотря на то, что она не была осуществлена в натуре, для того времени это было просто технически неосуществимо, татлиновская модель башни Третьего интернационала стала столь же знаменитым образцом русского авангарда, что и черный квадрат Малевича. Задуманная как монумент в честь Третьего интернационала, эта трехъярусная композиция, ее 3 яруса должны были, по идее, вращаться с разной скоростью, сама по себе архитектурно-скульптурный шедевр. Она славит революцию, но славит достаточно критически отстраненно, напоминая гордо нацеленную в небо Вавилонскую башню. Фальк всегда был, как это принято говорить, выдающимся цветовиком, мастером колорита. Здесь красный цвет, главный знаковый цвет революции,
не только декоративен, но и обретает удивительную драматическую насыщенность. Спокойный чинный интерьер словно набухает кровью, причем это отнюдь не какие-то сознательные аллегории. Это не раз зафиксированное в критике вольное впечатление по поводу картины, написанной в 20-м году, в предпоследний год Гражданской войны. Люди, звери, минералы в еще большей степени предстают единым одушевленным целым. Тут нет различия между живой и неживой природой. Это всеобщее преображение материи вроде бы вполне соответствует духу революционной утопии. Герои этой работы Филонова – это люди труда, петроградские пролетарии. Их цель – царство мирового расцвета. Это не вход, а именно ввод в мировой расцвет. Пайковые селедки у Штернберга торжественны и печальны, из скудной жратвы превращаясь в нечто патетическое, ритуально значительное, подобно вещам в живописи ранних христиан. Именно сейчас формируется самобытнейший стиль Штернберга, где вещи и люди часто погружены в атмосферу трагического одиночества. Русское беспредметное искусство отнюдь не сводилось к геометрическим абстракциям. Свой особый вариант абстрактной живописи разработал Борис Эндер. Его композиции подчеркнуто биоморфны, то есть воспроизводят формы и колорит самой природы, но в ее глубинных основах, лишенных внешнего правдоподобия. Серия, в которую входит эта картина, так и называется «Краски природы». В рубежное для России время не только авангардисты, но и художники более традиционного толка, такие как Петров-Водкин или Ион, стремились придать своим образом совершенно особое космическое измерение. Здесь художник аллегорически изображает революцию как грандиозную катастрофу, причиной которой стала вплотную приблизившаяся к Земле Красная планета.